Теплоход, плывущий со скоростью 32,4 км в час, стал равномерно тормозить и, подходя к пристани, через 36 секунд полностью остановился. Чему равно ускорение теплохода и какой путь он прошел за время торможения? Итак, известна скорость теплохода V равно 32,4 км в час. И время, которое он прошел до остановки, это 36 секунд. Нужно выяснить, какой он путь прошел до времени остановки и чему равно ускорение в процессе прохождения этого пути. Итак, известно о том, что ускорение будет равно из стандартного определения v конечное минус v начальное делить на время. В данном случае v начальная скорость – это вот эта скорость, которой шел теплоход. А конечная скорость, естественно, это скорость равна нулю. То есть он остановился. Итак, вот эта формула превращается в такую. V равно минус v начальное делить на t. Знак минус говорит о том, что идет процесс торможения. Ускорение направлено против скорости. Но ее уменьшение. С модулем ускорения будет равен просто значению v вот этому начальному делить на t. А v начальное в данном случае равна вот этому значению. Теплоход шел с такой скоростью, и за время 36 секунд он остановился. Итак, мы можем определить модуль ускорения, а будет равен v начальное, v вот это наше, разделить на t равно 32,4 км в час. Мы должны разделить на 36 секунд. Как видно, здесь километры, но это еще ничего, а секунды и часы у нас имеют разный формат данных, поэтому давайте уменьшим все. Километры до метра, а часы в секунды. Итак, в числителе будет вот такое выражение. 32,4 и дробь 1000 метров – это километры. Делим на часы 3600 секунд. Час 3600 секунд. И делится на 36 секунд. Равно 32,4 и 1000 метров остается в числителе на 1000 метров. В знаменатель от этой дроби верхней уходит 3600 секунд в знаменатель. И еще остается здесь 36 секунд. Мы можем сократить какие-то нули, чтобы не мешало. Метры получается, а тут секунды и секунды. То есть метры на секунды в квадрате. 324 делить на 36, умножится на 36 метры за секунды в квадрате. Итого мы получаем 0,25 метра за секунду в квадрате. Модуль ускорения равен 0,25 метра за секунду в квадрате, но ускорение у нас отрицательное, потому что направлено в противоположную сторону. Изменение скорости. Теперь мы можем найти, какой же из этой общей формулы путь, который пройденный теплоходом v нулевое t минус at квадрат делить на t. Нам что известно? v нулевое известно, а t у нас известно тоже. Даже 36 секунд. Итак, мы можем v нулевое t подставить сюда, а нам тоже известно. Все мы получаем. Итак, S равно v нулевое. Это 32,4 километра в час, что множится на время. А время у нас сколько? 36 секунд. Множится на 36 секунд. Часы, секунды. Тут придется нам провести преобразование. И тут будет 1/2, а это у нас мы посчитали 0,25 метра за секунду в квадрате, что множится на квадрат времени на 36 секунд в квадрате. Это равно. Проводим преобразование вот этого члена вот этого уравнения, потому что тут метры секунды везде нормально, а здесь у нас километры часы. Проведем вот такое значение. Преобразование 32,4, что множится на 1000. Вместо километра метры подставляем. Делим на 3600 секунд, множится на 36 секунд. Поскольку путь у нас измеряется в метрах, ну или в километрах, вот секунды у нас тут сократились. Действительно, первый член у нас будет измеряться в метрах. Минус 0,25 делить на 2 метра за секунду в квадрате и множится на 36 секунд в квадрате. Видите, тут секунды в квадрате, тут секунды в квадрате сократятся. Это еще можно сократить, тут будет 18. Итого получаем такое значение. Можно сократить 2 нуля сократить, это сократить, 36 сократить и это сократить. Получается вообще замечательно. 324 метра минус, перемножим вот это значение, получаем 162. Итого получаем 162 метра. Вычислили ускорение, а равно 0,25 метра за секунду в квадрате. И путь до полной остановки будет равен 162 метра.